Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о смерче. Смерч – это ужасающее, необычное, поражающее воображение природное явление, обладающее невероятной разрушительной силой. Кто из вас не читал «Волшебника страны Оз» или переработку Волкова «Волшебник изумрудного города» о девочке из Канзаса, которую вместе с домиком унес смерч в сказочную страну? Кто-то скажет, что это торнадо, и, возможно, окажется прав. Но так ли это? Скажу одно, что огромная воздушная воронка легко поднимает людей, автомобили, вырывает деревья, разрушает постройки до основания. По действию стихия похожа на ураган, но последствия ее разгула не менее серьезнее. И что такое природное явление не оставит равнодушным никого. И нам с вами просто-таки необходимо прикоснуться к этой стихии, хотя бы на расстоянии. Поехали! В русскоговорящих странах принято называть атмосферные вихри смерчами, а в Америке с испанского диалекта бедствие называется торнадо. В 20 веке для обозначения самых крупных торнадо использовался термин тромб. Так называли торнадо и смерчи, диаметр которых вырастал до сотен метров. Для большинства людей смерч, торнадо и тромб – это слова-синонимы, употребляемые по-разному в различных регионах земного шара. Но все-таки некоторые метеорологи и люди, занимающиеся природными явлениями, находят различия между смерчем и торнадо. И я не могу упустить этот факт из вида. Смерч и торнадо внешне очень похожи, однако физические механизмы явлений различаются. Смерч чаще всего возникает при вторжении холодного воздуха на более теплую поверхность суши или воды и не всегда связан с грозовым облаком. Он образуется у земной поверхности, постепенно поднимаясь вверх в виде столба. Торнадо же всегда связаны с грозовыми облаками, причем с очень мощными и крупными, которые называются суперячейками. В таких облаках неминуемо возникает вращение воздуха из-за сильнейших восходящих движений, охватывающих переднюю часть облака. Когда воздушные течения сходятся к одной точке, всегда формируется вращение, подобно воронке в сливном отверстии раковины. Вихревое движение в грозовом облаке постепенно передается нижним слоям воздуха. Так зарождается торнадо. И в отличие от смерча, торнадо опускается из облака вниз в виде хобота, и в большинстве случаев торнадо оказывается мощнее смерча. Торнадо как пылесос втягивает в себя не только пыль и мусор, но животных, людей и даже автомобили. Поэтому ничто не может спастись, оказавшись рядом с разрушительным столбом. Не раз в местах, сильно отдаленных от морей и океанов, можно было увидеть странное явление, когда с неба во время смерча падали представители подводных глубин. Рыбный дождь – хороший пример всасывающей силы тромба. Проходя по воде, он может втянуть в себя все, что в ней находится, а потом выбросить содержимое где-то в середине континента, заставляя людей, не знающих физические законы, поверить в чудо. В самой сердцевине вихря нередко наблюдается нисходящее движение воздуха. Скорость ветра в зоне торнадо часто достигает 100 метров в секунду. Так получается из огромного перепада давления. Самое низкое давление оказывается в центре. Еще его называют глазом или оком торнадо. Кому как удобнее. Именно поэтому, когда вихрь проходит через закрытое здание, из него неминуемо вылетают окна и двери, а иногда выдавливаются даже стены, давление внутри дома не успевает выровняться с наружным, и здание буквально лопается. Ученые классифицировали несколько видов торнадо. Бичеподобный торнадо – это классическое по виду явление, представляющее собой гладкий извилистый столб воронки смерча, высота которого ощутимо превзошла ее радиус. Торнадо такого типа часто обладает маленькой мощностью, потому что диаметр их воронки наглядно выражает скорость вихревого продвижения воздушной массы. Об этом свидетельствует информация о торнадо. Расплывчатый торнадо даже одним своим видом может стать признаком опасности. Все заключается в том, что мощные и крупные торнадо, которые являются самыми разрушительными, относятся именно к этому типу. Такие торнадо характеризуют отсутствие четких границ столба воронки и подобием вертикальному облаку. Часто диаметр воронки этого природного явления существенно превосходит его высоту. Огненный смерч – это природное явление, порождаемое облаком, а также образованное в результате
результате извержения вулкана или сильного пожара. Смерч такого типа впитывает в себя языки пламени, которые в дальнейшем вытягиваются к материнскому облаку, образуя воронку. Водяной смерч – это природное явление, которое образовано над поверхностью океана, моря, иногда озера. Такой смерч впитывает в себя воду, формируя в некоторых ситуациях водоворот, который вытягивается к материнскому облаку. Земляной смерч – это природное явление редкое, и возникает оно в процессе разрушительного катаклизма или оползня. Иногда землетрясение выше 7 баллов по шкале Рихтера. Достаточно высокий перепад давления и сильно разряженный воздух становится причиной такого смерча. От рассмотренных смерчей надо отличать смерчи песчаные, или как их еще называют, пыльные дьяволы, наблюдаемые в основном в пустынях, в отличие от предыдущих. Последние называются иногда тепловыми вихрями. Сходные по внешнему своему виду с настоящими смерчами, песчаные вихри пустынь ни по размерам, ни по происхождению, ни по строению и действиям ничего общего с первыми не имеют. Возникая под влияниями местного накаливания песчаной поверхности солнечными лучами, песчаные вихри представляют собой настоящий смерч в миниатюре. Уменьшение давления воздуха под влиянием нагревания, вызывающее приток воздуха с боков к нагретому месту, принимающий довольно внушительные размеры. Увлекаемые вихревым движением, массы песка поднимаются восходящим движением в центре вихря на воздух, и таким образом создается песчаный столб, представляющий подобие смерча. В Египте наблюдались такие песчаные вихри до 500 и даже до километра высотой, при диаметре до 3 метров. При ветре эти вихри могут перемещаться, увлекаемые общим движением воздуха. Продержавшись некоторое время, иногда до 2 часов, такой вихрь постепенно ослабевает и рассыпается. По степени силы используется так называемая шкала Фудзиты, также известная как шкала Фудзиты-Пирсона или F-шкала. Была введена профессором Теодором Фудзитой в 1971 году для классификации смерчей. Шкала состоит из 6 категорий – от F0 до F5. Торнадо может возникнуть практически в любом уголке планеты, кроме горных и полярных районов. В абсолютных лидерах, конечно, великие равнины в США. В среднем около 30 случаев в год. И самый сильный торнадо был зафиксирован в 1999 году в американском штате Техас, когда мощная воронка пронеслась по земле со скоростью около 500 км в час и разрушила все на своем пути. Если говорить о размерах, то крупнейшим считается торнадо 2013 года в штате Оклахома. Он двигался со скоростью 485 км в час и охватывал территорию порядка 4 километров. В этом урагане погиб один из самых известных охотников за торнадо, Тим Самарас, вместе со своим сыном и другом Карлом Янгом. Это были одержимые люди, и они наблюдали за ними, изучали и пытались понять происхождение. И как бы они не были готовы, мы перед стихией всего лишь песчинки. В других регионах, в том числе в большинстве областей России и СНГ, условия для возникновения смерчей формируются 1-2 раза в год. В истории метеонаблюдения они отмечались и на юге, и на северо-западе, на Урале и даже в Сибири. И все же для холодной России это редкое явление. Исключением является только Черноморское побережье. Сильные смерчи наблюдаются примерно 1 раз в 20 лет, и они бывают катастрофические. В начале июня 1984 года, после длительного периода высокого атмосферного давления, результатом которого стала сухая и жаркая погода над центральной европейской частью России, произошло столкновение 2 атмосферных фронтов, один из которых двигался с юго-запада, а другой с севера, что привело к появлению нескольких смерчевых воронок, а также шквалистого ветра. Наиболее катастрофическим оказался Ивановский смерч, скорость ветра в воронке которого оценивалась в 100 метров в секунду, и ему была присвоена 5-я категория по шкале Фудзиты. Смерч зародился примерно в 15 километрах к югу от Иваново на границе леса и поля. Его появлению предшествовало выпадение крупного града. Двигаясь по западным пригородам Иваново,
Иваново, а потом и на север Ивановской области, смерч выворачивал с корнем и ломал деревья, сильно повреждал, разрушал или поднимал в воздух деревянные щитовые дома, приподнимал и переворачивал автомобили и вагоны, отбросил на 200 метров в сторону бак водонапорной башни массой 50 тонн. Большие бетонные и кирпичные строения в основном не разрушались. С них срывалась кровля, вылетали или разбивались стекла. Через час смерч вышел на холмистый берег Волги у турбазы Лунева, примерно в 60 километрах к северо-востоку от Иваново, где вновь проявился особенно сильно. После уничтожения Лунева смерч перешел в Волгу и пошел на север, постепенно ослабевая. Полоса лесоповалов прослеживалась далеко на север от Костромы, до района Обнорская и города Любим. Количество официально подтвержденных жертв вспышки торнадо 9 июня 1984 года составляет 69 человек. Однако по ряду оценок реальное количество погибших может быть в несколько раз больше, порядка 400 и более. В Ивановской области без крова осталось 416 семей. Также пострадали 20 школ, 200 объектов промышленного и сельского хозяйства, 500 дачных строений, 680 жилых домов. Ученые неплохо осведомлены, что такое торнадо. Исследования активно ведутся не одно десятилетие. Но несмотря на то, что строение смерча хорошо изучено, раскрыть точные причины образования пока не удается, и тем более предотвратить. Нередко смерчи, как говорилось ранее, переносят на значительное расстояние необычные объекты, которые затем попадают на Землю. Очевидцы рассказывают о дождях из лягушек, насекомых, рыб, монет и прочего. И точно можно сказать только то, что зловещая воронка – один из вариантов движения воздуха, и рядом нам с вами делать нечего, но может только если за тем, чтобы издалека понаблюдать, рыбный это дождь или лягушачий, не говоря уже о дожде из монет. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся, не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля.